Ранним морозным утром в одной из таежных деревень Якутии 80-летняя старушка по имени Марфа вышла из своего старого деревянного дома к реке. Она жила одна уже много лет, муж умер давно, а дети разъехались по городам. С тех пор всю жизнь она вела хозяйство сама, топила печь, носила воду, заготавливала дрова, ловила рыбу и даже иногда ходила на охоту. Несмотря на возраст, Марфа оставалась крепкой и выносливой. Якутские морозы не пугали ее, к ним она привыкла еще с детства. Закутавшись в теплый платок и старый тулуп, она взяла корзину и направилась к реке. Солнце едва показалось из-за сопок, окрашивая заснеженную тайгу в нежно-розовый цвет. Река была почти полностью скована льдом, лишь в некоторых местах бурлила темная вода. В ее корзине уже лежали несколько хариусов и сигов, когда вдруг на противоположном берегу появилась медведица с маленьким медвежонком. Они медленно шли по заснеженному берегу, переваливаясь с боку на бок, направляясь к месту, где течение пробивалось сквозь ледяные торосы. Грозная пара оказалась выше по течению от стоявшей у воды старушки. Марфа как раз поправляла сеть и заметила опасных соседей слишком поздно. Но медведица вовсе не проявляла агрессии. Она ловко выбрасывала лапами крупную рыбу на лед, а потом вместе с детенышем поедала ее. Медвежонку было чуть больше месяца. Он весело возился у края берега, играл со снегом и льдинками. Вдруг малыш поскользнулся на обледеневшем камне и сорвался в ледяную воду. Холодное течение тут же подхватило его и закружило. Он жалобно пищал, беспомощно барахтаясь, а река несла его прямо к тому месту, где стояла Марфа. Увидев это, старушка не раздумывала ни секунды. Забыв про возраст и страх, она бросила корзину и поспешила к воде. Зайдя в ледяную реку по колено, она протянула руки и с трудом схватила медвежонка за загривок. От холода у нее немели пальцы, но она не отпускала малыша. Медвежонок сразу затих и доверчиво замер в ее дрожащих руках. Медведица внимательно наблюдала за каждым ее движением. Марфа осторожно вышла на берег и отпустила детеныша. Малыш тут же бросился к матери, прижимаясь к ней. А старушка, перекрестившись, медленно вернулась к своим сетям. К полудню поднялся пронизывающий ветер, и клев прекратился. Улов оказался совсем скромным, его едва хватило бы на один ужин. Марфа тяжело вздохнула, думая о долгой зиме и одиночестве. И вдруг она заметила, медведица с медвежонком снова стоят неподалеку. Перед ними, прямо на снегу, лежала большая куча рыбы, лосось, форель и даже таймень. Медведица смотрела на старушку долгим, спокойным взглядом, словно благодаря ее. Потом они развернулись и ушли в сторону тайги. Марфа поняла, этот дар предназначался ей. Домой она вернулась с полной корзиной. В тот вечер в ее доме было тепло, сытно и спокойно, как давно уже не бывало. Но чудеса на этом не закончились. На следующее утро она снова пошла к реке и снова увидела медвежью пару. Медведица опять выбросила рыбу на берег, оставив часть старушки. Так продолжалось до самой весны, пока медведи не ушли в спячку. С тех пор Марфа часто вспоминала тот день и тихо благодарила судьбу. Она знала, добро, даже в самой глухой тайге, никогда не пропадает даром. Ведь если сердце у человека чистое, его поймет даже дикий зверь.